Привет, друзья! Меня зовут Олег, и вы на канале Киногост. Мэлколм Килли Джерард Гибсон родился 3 января 1956 года, Пискилл, штат Нью-Йорк, США. Австралийский американский актер, кинорежиссер, сценарист и продюсер. Лауреат 2 премий «Оскар» и премии «Золотой глобус» 1996 года за режиссуру драмы «Храброе сердце». В 2017 году был номинирован на премию «Оскар» и «Золотой глобус» за режиссуру военной драмы «По соображениям совести». Почетный офицер Ордена Австралии. «Смертельное оружие» 1987 года, «Little Weapon». Комедийный боевик режиссера Ричарда Доннера по сценарию Шейна Блэка, снятый в США с Мэлом Гибсоном и Дэнни Гловером в главных ролях. Номинация на премию «Оскар» в категории «Лучший звук» 1988 года. Картина положила начало успешной серии «Смертельное оружие» и стала одним из наиболее известных боевиков 1980-х годов. В 2012 году Мартин Рикс, сыгранный Мэлом Гибсоном, занял 100-е место в списке величайших кинематографических персонажей, составленном по результатам опроса журнала Empire. Лос-Анджелесский полицейский Мартин Рикс, Мэл Гибсон, смело безрассуден, но он буквально лезет под пули, не боясь за свою жизнь. Семьянин Роджер Мёртер старше и осторожнее. Двое полицейских, ветераны Вьетнама, расследуют дело, связанное с подозрительным самоубийством девушки. Нить поисков приводит их к торговцам наркотиками, которые также оказываются ветеранами Вьетнамской войны, сплоченными в крепкую преступную организацию. Играя на сходствах и расхождениях героев Гибсона и Гловера, Шейн Блэк создал сценарий, в котором психологической трагикомедии было едва ли не больше, чем полицейского боевика, что и привлекло к постановке режиссера Ричарда Доннера, голливудского мэтра и постановщика «Омана» и «Супермена». Перед началом съемок «Смертельного оружия» Мэл Гибсон и Дэнни Гловер прошли основательную по звездно-голливудским меркам двухмесячную полицейскую подготовку. Они накачивали мускулы, учились общаться с полицейским оружием и разъезжали по Лос-Анджелесу вместе с настоящими копами. Мэл Гибсон и Гловер при поддержке удачного сценария и опытного режиссера были блистательны и уморительны. Благодаря этому довольно мрачный триллер «Смертельное оружие» 1987 года порой называют экшн-комедией. Главным достоинством серии «Смертельное оружие» является то, что герои Мэла Гибсона и Гловера с легкостью позволяют зрителям проникнуться их историей и следить за их личной жизнью не меньше, чем за головокружительными приключениями. «Храброе сердце» 1995 года, Braveheart. Фильм, рассказывающий о борьбе Шотландии за независимость против английского господства. Главный герой фильма – Уильям Уоллес, предводитель шотландцев в исполнении Мэла Гибсона. В 1995 году фильм «Храброе сердце» был выдвинут на 10 номинаций премии «Оскар» и выиграл 5 из них, включая награды за лучший фильм, лучший грим, режиссуру, работу оператора и звуковые эффекты. Действие фильма начинается в 1280 году в Шотландии. Это история легендарного национального героя Уильяма Уоллеса, Мэл Гибсон, посвятившего себя борьбе с англичанами при короле Эдварде Длинноногом. Он рано лишился отца, погибшего от рук англичан, и его забрал к себе дядя Аргайл, который дал ему хорошее образование в Европе. На родину Уильям возвращается уже взрослым человеком, мечтающим завести семью и жить мирной жизнью. Но судьба распорядилась иначе. Его невесту убили англичане, и он начал свой крестовый поход за свободу. Несколько из главных сцен битв были пересняты, так как некоторые люди из массовки надевали солнцезащитные очки и наручные часы. В фильме «Храброе сердце» Мэл Гибсон отказался отращивать бороду для роли Уоллеса. Знаменитые слова Уоллеса «каждый человек умирает, но не каждый по-настоящему живет» на самом деле сказал американский поэт XIX века Уильям Росс Уоллес. Двуручный меч героя Мэла Гибсона в «Храбром сердце» несколько лет спустя был продан на аукционе Сотбис за $170 тысяч. Механические кони, используемые в фильме «Храброе сердце» 1995 года, были настолько реалистично выполнены, что защитники животных начали предъявлять претензии, не веря в то, что ни одна из лошадей при съемках не пострадала. Одна только битва при Стерлинге снималась 1,5 месяца. Для этой сцены было отснято 90 часов материала. В фильм вошла едва ли 100-я часть. «Безумный Макс 2. Воин дороги» 1981 года, Mad Max 2. Road Warrior. Австралийский постапокалиптический боевик антиутопии режиссера Джорджа Миллера с Мэлом Гибсоном в главной роли. Продолжение фильма «Безумный Макс» 1979 года. В 1983 году фильм «Безумный Макс» получил премию «Сатурн» в номинации «Лучший международный фильм». По общему признанию критиков и зрителей, сиквел истории «Безумного Макса» о бывшем копере Катанске, ставшем одиноким бродягой, получился более интересным и захватывающим, чем первая серия, что случается исключительно редко. «Безумный Макс 2. Воин дороги» стал самым коммерчески успешным австралийским кинопроектом. Доход от мирового проката составил более $100 миллионов. Катастрофа пострашнее ядерной войны постигла нашу цивилизацию. Страшный энергетический кризис парализовал города, и за топливо теперь дерутся любыми средствами. Потому что там, где бензин, там жизнь. Одинокий водитель Макс, Мэл Гибсон, бороздит пустоши далекой Австралии в поисках горючего. Повсюду брошенные жилища, машины, разный скарб. Наконец Макс находит поселение, превращенное в укрепленный лагерь со складами горючего. Исхудавшие, измученные люди, как могут, охраняют то, что им принадлежит. И вот, до решения всех бед, на лагерь нападают враги, свирепые панки
полицейские байкеры под предводительством некоего гумунгуса, садиста и душегуба, и тогда Макс вступает в схватку. Во всем фильме «Безумный Макс 2» у Мела Гибсона было только 16 строк диалога, и 2 из них были «Я пришел только за бензином». В этом фильме было исполнено более 200 трюков. Для фильма «Безумный Макс 2. Воин дороги» было изготовлено более 80 автомобилей на заказ, более половины из них были уничтожены. Грузовик-текач, который встретил Макс в самом начале фильма, а затем использовал как бензовоз, Mask R600 Coal Power. Теория заговора 1997 года, Conspiracy Theory, сатирический детектив режиссера Ричарда Доннера с Мелом Гибсоном и Джулией Робертс в главных ролях. Несмотря на громкое название, кино «Теория заговора» не является масштабным политическим триллером, это скорее романтическая история на фоне операций спецслужб. Нью-йоркский таксист Джерри Флетчер, Мел Гибсон, собирает и анализирует то, что слышит от пассажиров, видит в газетах и на улицах. Он помешан на теории заговора и считает, что многие события в мире напрямую связаны с деятельностью теневого правительства. Например, запуск шаттла он считает попыткой НАСА убить президента с помощью сейсмического оружия. Позже, в подтверждение его теории, происходит землетрясение в стране, которую посещает президент. Джерри тайно влюблен в помощника районного прокурора Элис Саттон, Джулия Робертс. Одна из теорий Джерри оказывается близкой к правде. Некая структура похищает его, чтобы узнать, откуда он узнал об их существовании, и устранить его, но Джерри удается бежать. Сцену, в которой его герой, водитель такси, рассказывает теорию заговора своим пассажирам, придумал сам Мел Гибсон. Мел Гибсон в «Теории заговора» 1997 года точно вошел в образ. Его персонаж раскрывается с разных сторон на протяжении всего сюжета. Вначале он взрослый ребенок с причудами, в финале же трагическая фигура, жертва обстоятельств, не потерявшая чести и благородства. «Теория заговора» — единственный совместный фильм Ричарда Доннера и Мела Гибсона, в котором нет Дэнни Гловера. Если вы склонны верить в конспирологию, предлагаю обязательно посмотреть кино «Теория заговора» с Мелом Гибсоном. Подозрительность, навязчивые идеи, маниакальность или все-таки вполне осознанное понимание происходящей политической ситуации в мире. «Птичка на проводе» 1990 года, Бертона Вайер. Остросюжетный приключенческий триллер с Мелом Гибсоном и Голди Хоун в главных ролях, снятый режиссером Джоном Бэдомом. Фильм снимался сразу в 2 странах – США и Канаде. Название фильма «Птичка на проводе» заимствовано из одноименной песни американского певца и поэта Леонарда Коэна. Комично-романтический дуэт Мела Гибсона и Голди Хоун, где бывшие влюбленные пытаются спастись от преследований мафии. Дела Рика Джармина, Мел Гибсон, живущего тайной жизнью по специально разработанной ФБР программе защиты свидетелей, идут не лучшим образом. 15 лет назад он дал показания против полицейского, промышляющего торговлей наркотиками, что позволило усадить негодяя за решетку. Преступник, отсидевший свой срок, решает отомстить стукачу и начинает охоту на Джармина. Случайно Рик сталкивается с Мэриан Грейвс, Голди Хоун, своей бывшей невестой. Мэриан, естественно, узнает его, что облегчает задачу убийцам, следующим Джармина по пятам. Теперь бывшим возлюбленным вместе предстоит спасаться от злодеев, но именно это помогает им вернуть утраченную любовь. Решающим фактором, благодаря которому Мел Гибсон дал согласие на участие в фильме «Птичка на проводе», оказалось приглашение продюсера пожить его в доме летом, ему и всей его большой семье во время съемок в картине. Семикратная прибыль в прокате при бюджете $20 миллионов, блестящий дуэт 2 гиперэмоциональных холериков Мела Гибсона и Голди Хоун, угарнейшие диалоги, трюки и безостановочный драйв под музыку знаменитого Ханса Циммера – это все о фильме «Птичка на проводе» 1990 года.